Привет, дорогие друзья! Всем привет! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Сегодня хочется поговорить об испанском стиле жизни. Испанский стиль жизни – это не просто повседневные привычки, работа, учеба, еда, там, общение, прогулки. Это целое такое состояние, это отношение к работе, к еде, к общению. И это испанский стиль жизни, который отличает именно Испанию от других, каких-либо других стран. Первое в стиле жизни испанцев – это disfrutar el momento, да, наслаждаться моментом. Вот они такие люди, которые действительно наслаждаются моментом, жизнью. Ну и здесь невольно учишься делать именно то же самое, также относиться ко всему. То есть получать именно удовольствие от момента жизненного, от того, где ты находишься, чем ты занимаешься. Вот такое вот первое понятие, наверное, думаю, кто здесь живет, согласится, disfrutar el momento, то есть именно наслаждаться жизнью. Так оно и есть. У нас за 7 лет практически проживания здесь. Так. А для чего мы? Мы для этого и живем, не для того, чтобы там разводить какие-то там ссоры и конфликты, а для того, чтобы получать удовольствие от жизни. Я всегда это говорю. Да, и в простых радостях, и в простых моментах видеть именно радость. Даже в чашке кофе, я не знаю, там с чуросом, в общении с людьми знакомыми какими-то, прогулки вот вдоль моря прекрасного. Именно вот из этих в хорошем солнечном дне наслаждаться тем, что есть. Вот это вот первое, что мы здесь за 7 лет поняли. И именно в этом направлении поменялся наш стиль жизни. Не знаю, как у других проживающих здесь, но у нас вот однозначно. Второе, наверное, знают все. Вот просто все. Это слово «сиеста», наверное, знают все. Это тоже уходит в традицию. Именно здесь так исторически сложилось. Из-за жаркого климата люди обедали, да, с 2 до 4, до 5 длится сиеста. Люди обедали, ну и отдыхали. То есть это не просто дневной сон, это, в принципе, стиль жизни. Это отдых, это наслаждение, опять-таки. Может быть, это общение с друзьями. Хотя в крупных городах, наверное, это уходит на какой-то там задний план, потому что есть какой-то другой стиль жизни, бизнес-встречи. Но я знаю, что именно в этот момент в сиесту люди встречаются некоторые там по бизнесу, да, что-то обсуждают за обедом или чашкой кофе и принимают какие-то тоже решения иногда, ну или просто поддерживают коммуникации, такие корпоративные, хорошие, здоровые бизнес-партнерства. Вот, но сиеста здесь присутствует. Мы к этому уже привыкли, я уже говорила, что с 2 до 4 местных лучше не беспокоить, дать им возможность пообедать. Мы, кстати, тоже такого придерживаемся. Ну, в основном, когда нету, да, Алексей, каких-то крупных задач, вот у Алексея тоже, в принципе, стараемся этого придерживаться. Стиль жизни, он проникает по мере проживания здесь. И тот, кто приезжает сюда там, из прохладной Канады или, я не знаю, из Германии, из Финляндии, тот тоже понимает, что да, вот такой стиль жизни. Кстати, друзья, кто проживает здесь на побережье и еще не испытал именно сиесту на себе, попробуйте. Это очень классно. У вас все время, получается, у вас есть свободное время с утра, вечером, но еще и днем. То время, которое вы можете посвятить себе, посвятить своей семье, обеду, здоровью, отдыху. То есть в этом и смысл жизни. Уговорил. Ну смотри, вот ты проникся за практически 7 лет проживания здесь вот этим вот, этой традицией. Да, испанской. я понял, что ту работу... Вообще я вот всегда в своей работе использовал закон Парето. Это принцип 20 на 80 или 80 на 20. Ну, то да. есть 20% рабочего времени дает 80% результата, а остальные 80% дают только 20% Просиживание результата. за рабочим столом, да? Да, так что поэтому можно всю свою работу сделать за 20% и Насладиться сиестой. сиестой. Фамилия и амигус. То есть для них семья и друзья на первом месте. Они вот эти семейные какие-то ужины, воскресные встречи, может быть, паэлья, что-то еще, барбекю, встреча с друзьями, непременно выход куда-то. У молодежи это клубы, они могут практически, вот даже школьники старших классов, они практически каждые выходные ходят в ночные клубы. То есть у них встреча с друзьями, вот эти вечеринки, семья, если маленькие дети, это обязательно там все кузины, племянники. В большом количестве. В большом количестве, да. То есть моя соседка, она даже уже рассказала мне про своих детей, про семью, про всех. То есть мы знаем внизу у соседей девочка, кто брат, где там брат живет у соседа. В общем, ну, то есть для них семья это да. Вот. Они всегда сами расспрашивают про семью, про нашу, например, да.
про родственников, откуда мы и так далее, как и что. И, ну, свою семью, это, конечно, у них семья, дети и друзья, это на первом месте. Насколько мы поняли, и это классно. Вот за 7 практически лет я поняла, что это очень здорово, и иногда нам, может быть, даже не хватает этого. Больших крепких семейных связей, когда никто не делит имущество, когда просто люди общаются, потому что они родственники или друзья, неважно, друг богатый, бедный или кто там. Ну, вот как-то так. Ну, кстати, у нас был, ну, совсем недавно такой момент, приехали соседи снизу, и там девочка, ну, ей, по-моему, сколько, годика 3, наверное, Да, 3. Я у нее спросил, ну, где, они живут в Мадриде, я ее спросил, где тебе больше нравится, в Мадриде или здесь? Здесь же солнце, здесь теплее. Она говорит, нет, в Мадриде. Я говорю, а почему? А потому что там кузина. Я говорю, а если кузина жила бы здесь, где было бы лучше? Тогда бы здесь. То есть, понимаете, вот Да, семья, семейные ценности, они с семья. детства прививаются вот маленького молодого поколения. Ну, это классно, это здорово. Вот это и есть как бы не просто какие-то привычки обычные такие, да, вот просто посетить день рождения бабушки, а это стиль жизни, они вот живут этим, то есть это их ценности. Тардес ларгас, то есть длинные вечера. Они, испанцы, насколько мы поняли, они не спешат заканчивать день рано, то есть в 7 часов поужинал, в 9 баиньки и так далее. То есть у них, да, у них заканчивается рабочий день, они могут идти дальше куда-то там встречаться с кем-то, посидеть в барчике или что-то такое, ну, встретиться с кем-то или продолжить какие-то такие, ну, встретиться с друзьями, может быть, что-то где-то, с кем-то поужинать и так далее. Ну, соответственно, ужины у них поздние. То есть там целая тоже история так исторически сложилась. Вот сиесты длятся там, да, до 5 часов. Ну, и поэтому ужин сдвигается, и также из-за жаркого климата, из-за позднего, можно сказать, обеда. Поэтому вот такое у них удлиняется, наверное. Закончилась сиеста, там поработали, и потом, конечно, ужин у них начинается в районе 10, да, так и есть. Ну, вообще, я имею в виду, что у них вот, по моим наблюдениям, за столько времени, мне кажется, что не спешат они заканчивать. У них и есть вечерние всякие прогулки спортивные. Иногда смотришь, что люди вот закончили в 7 часов, допустим, у них рабочий день в 6-7, да, и они обязательно, когда выезжаешь вечером погулять, пройтись спортивной ходьбой вдоль моря, то увидишь обязательно людей, которые отработали, переоделись и идут тоже спортом заниматься. Либо они в падл играют, в теннис. Кто-то немного, но кто-то приезжает в гольф покидать вечером. То есть они не заканчивают тем, что едут домой, дома ужинают и ложатся спать. Ну, может, новости смотрят. То есть в основном своем многие продолжают день, у них вот длинные вечера, тардес ларгас, когда дальше они уже куда-то идут. Может быть, часто бывают концерты на неделе. Причем вечерние. И да, битком ходят. набиты. Мы вот ездим в Картахену, там битком набито народом, то есть вечерние концерты, люди ходят. Придешь в кафе сидят люди. То есть общение продолжается, продолжаются какие-то встречи, продолжаются какие-то мероприятия, либо спорт. В тренажерный зал пойдешь, он битком вечером. Вот как-то так. И еда как ритуал, то есть они не просто закидывают быстренько что-то на ходу, бутик с утра, они очень часто заходят тоже в кафешки, едят именно как такие вот традиционные тостады, поливают оливковым маслом, с хамоном, с томатной пастой, свежей, с сыром, чашка кофе с молоком, апельсиновый сок может быть, то есть у них может быть там тортилья, я не знаю, вот что-то. А у них это основная, ну как бы важная еда, но не такая сытная, наверное, не сильно сытная. А обед это уже более такой сытный, это основная еда, смена блюд, может быть кто-то видел меню дель диа, да, салат, там первое, второе. Меня удивляло, что 2 вторых обычно приходят. Вы, говорит, на второе что будете? Есть, говорит, там паэлья, есть кардеха, есть курица, есть еще. Я говорю, ну паэлья, а второе, говорит, что будете? Я говорю, ну так... Как второе, я говорю? Ну, то есть суп и 2 вторых. Кстати, это обязательно может быть либо сервес, либо бокал вина. Причем это даже в университете легкое, сервесу легкую продают. Да, на работе. Вино, то есть люди могут действительно. И действительно они вот этому уделяют, они могут там просидеть, ну не то, что полчаса быстро съел и все, а все-таки этому посвятить время. Ну, про ужины я уже говорила выше, что для них это тоже значимо. Начинаются посиделки, они могут с семьей ужинать, и это может длиться часами, особенно в выходной день или в пятницу. То есть, ну вот как-то так. Это не просто поглощение, быстро съел гороховый суп, закинул что-то, да, на ходу с утра,
закинул бутик. Нет, они могут все-таки этому посвятить определенное количество времени, и это тоже классно, потому что, то есть в этот момент ты понимаешь, что ты наслаждаешься своей жизнью, ты уважаешь себя, ты любишь себя, бережешь как-то, и в то же время ты в этот момент можешь пообщаться с кем-то, с своим знакомым или там родственником, то есть прежде всего это, наверное, жизненные какие-то такие вот ценности, общение, близкие люди, я, мое здоровье, наслаждение какое-то, а уже потом там какие-то другие вещи. То есть они не перегружают себя, мне кажется, трудностями, какими-то проблемами чрезвычайными какими-то, не кричат во время еды, не ругаются с кем-то по телефону, а наслаждаются в этот момент. У них есть так называемый пассео, вечерние прогулки. Я об этом тоже уже говорила, что многие приходят с работы, переодеваются. И, может быть, вы замечали, если жили в Испании, приезжали на отдых или только переехали, что вот они вдоль набережных гуляют, они гуляют по разным там паркам, дорожкам прогулочным, может быть, на великах, может быть, просто пешком, но вечером они, многие из них ходят. Извините, перебил. Мы, кстати, с Татьяной эту традицию переняли уже очень давно, и мы регулярно, мы каждый день гуляем и вдохновились вот этими прогулками вечерними, уже доходит у нас до 6 километров. Вообще, я хочу сказать, что это действительно очень полезно, это влияет на ваше настроение, здоровье. Где-то скорость 5 километров в час достаточно, не надо там носиться, бегать, можно просто ходить, ну, не менее там 30-40 минут, а лучше в течение часа. Если картинка меняется, вот так, это на природе, вы дышите, вы получаете эндорфин, кислород у вас попадает в голову больше, приходят светлые мысли, что-то вы там можете даже гениальное придумать вокруг во время ходьбы. Ну и опять они ходят, общаются. Поднимаете глаза вверх и видите звездное небо, видите планеты. Или солнышко. Ну мы говорим сейчас про вечерние, наверное, проходки такие. Вот, это на самом деле... Я знаю, что во многих странах, я знаю, что в Канаде у них очень много бегают. Я знаю, что французы у них тоже принято бегать. Вот. Испанцы тоже не отстают, они много ходят, они много... Ну, кто-то бегает, кто-то на великах. Ну, в основном ходят. Ну, то есть вечерние прогулки у них для здоровья, они... И вот, кстати, часто мы встречаем, просто идут семейные пары, такие взрослые, и обмениваются, ну, где-то по набережной, да, гуляют вечером и обмениваются, что было у них за день. То есть друг дружке рассказывают, что там было на работе, что там нового, что кто сказал. Вот как-то так. Самое важное, вот самое главное в этом во всем, то, что мы тоже усвоили, такая очень приятная фраза, интересная: «Трабахо para vivir, но vivir para trabajar». То есть жить, работать, чтобы жить. Да, работать, чтобы жить, но не жить, чтобы работать. Чтобы работать, действительно. То есть они не становятся заложниками своей работы, какими-то рабами, да, на работе. То есть они просто зарабатывают себе на жизнь, на какие-то сущные потребности, на путешествия, может быть, на достойный там образ жизни, на медицину, на то, чтобы можно учить своих детей, но они это не ставят как вот, может быть, мы раньше к чему были привычны, что вот надо работать, пока там не это, как говорится, ласты не склеишь. То есть у них вот это как бы не в их традиции. Они умеют отдыхать, они умеют расслабляться, они умеют рабочие моменты, я уже говорила, обсуждать с позитивом, какие-то устраивать там, да, ну, как бы встречи, бизнес, партнерство и так далее, встретиться за чашкой кофе. То есть я все считаю, что вот все это и есть именно такая позиция, что надо работать, Я сейчас приведу... для того, чтобы жить, а не жить для того, чтобы работать. Вот мне это чрезвычайно нравится. Я считаю, что именно так и надо относиться, а не становиться рабами своей вот какой-то занятости, зацикленности, крик устраивать, там, истерики, гипертонические кризы. Ну, как-то так.
Я приведу пример небольшой. Наш Дмитрий, ну, в первые годы, когда только переехал, гуляли в Аликанте, ну и зашли в какую-то там кафешку и решили заказать себе какое-то блюдо. Но бармен сказал, что кафе закрылось, все, уже там 10 часов вечера, мы до 10 сегодня работаем. Он говорит, хорошо, говорит, мы платим тебе двойную цену, ты нам накрой, у тебя же вот все лежит, все, что нам нужно. Он говорит, нет, у меня, говорит, рабочий день закончился. Он говорит, мы тебе тройную цену платим. И в итоге испанец отказался. И вот Дима приехал, говорит, ну как так можно, он мог бы сейчас заработать. А вот им это не нужно, им нужен у них отдых на первом месте. Если он один раз останется, второй раз, третий, это уже он не будет испанцем. И вообще я считаю, что вот как раз в августе у них святое дело поехать в отпуск. Да, вот август, вот отпуск у них тоже святое. Они едут, идут, путешествуют куда-то в горы, в Пиренеи, кемпинги. Только август, все выходные, все выходные, все съезды, все праздники. Да. Да, но нет такого, что вот отложить отпуск на следующий год, или сейчас много работы, сдается какой-то объект. Нет, это святое. То есть все, вот что бы там ни было, у них отпуск есть отпуск. Они могут всей компанией уйти в отпуск. Но и говорят там, да, встретимся в сентябре. Вот ты хоть умри, но встретимся в сентябре. Это, ну, я не говорю, там пожарные, врачи, там полиция, это работают, конечно, люди. Ну, тоже отдыхают. Ну и, конечно же, фиесты и традиции. Испанцы отмечают свои праздники. Они очень любят, кстати, праздники. Многих раздражает, что у них так много фиест. А им это нравится, и они отмечают это с таким своим испанским размахом. То есть они даже маленькие городочки, какие-то деревеньки, да. Но это не как у нас деревни, это все-таки как бы в нашем понимании это их деревни, это наши городочки. Да. Они отмечают свои какие-то праздники именно вот деревенские, как-то подходят к этому. В разных частях Испании есть свои какие-то интересные праздничные мероприятия. Это вот где-то обкидываются томатами, где-то, значит, гоняют быков по улицам, льют где-то вино что-то, да. на землю. То есть свои какие-то традиции, они вот их несут из поколения в поколение, да. В Ла-Мата вот есть праздник свиньи, мы все там вытанцовываем и едим свинку, значит. Ну, люди, конечно, встречаются, общаются. Поэтому есть такие общенациональные праздники, есть локальные какие-то, есть именно вот праздники там в разных маленьких городочках, деревеньках, свои какие-то. И я считаю, что это здорово, это очень интересно, и в то же время это как бы сохранение какой-то своей, да, культуры, каких-то своих таких национальных традиций, и всегда, в общем-то, это интересно. Мы тоже втянулись в это, и уже не шокирует, когда что-то где-то закрыто, или когда объявляют, что будет фиеста, прохождение какой-то кавалькады. Не всегда мы это уже посещаем, но что далеко ходить? знаем. Вчера встречали Папа Ноэля, Варела Да, Коста. радуются Была взрослые, кавалькада, радуются дети. Взрослые причем могут здесь тоже получать от этого удовольствие, как и дети практически. Поэтому вот тоже есть такая традиция, такой стиль жизни. Именно вот. Ну и теперь вопрос, почему это привлекает как бы людей, вот эти традиции все, испанский стиль жизни. Почему это привлекает? Вот привлекло в том числе и нас, вот какие-то традиции прониклись в нас. Во-первых, это учит, конечно же, ценить себя, свое время, свою жизнь, своих близких, которые находятся рядом, да, и которые не находятся рядом, но с которыми тоже нужно поддерживать связь, общение. В общем, это более такое ощущение более ценного чего-то, не только деньги, и не только какая-то власть, и не только какие-то должности, вот эта ценность жизни, а именно сама жизнь, то, что нас окружает, какие-то такие более глобальные вещи, более природные, более такие, может быть, вот именно в этом чувствуешь важность этого момента, ну и просто проникаешься этим, наверное, да? Я думаю, все должны попробовать испанский стиль жизни, и вы получите удовольствие, и вы поймете, многие аспекты жизни у вас раскроются, и вы будете понимать, что не стоит там бежать, куда-то спешить. Я вот не успеваю, надо быстро заработать, тут есть. Тут можно в 3 раза получить, тут еще чего-то там, бегом. Нет, все, спокойно, транкило, все придет, все нормально, при этом сохранится голова спокойная, все друзья, родственники, отношения.
Да. семейные ценности. Вот фраза, ну ай приса, то есть некуда спешить. Так говорят сами испанцы. Я просто посмотрела в своем Мгм. немножко этом записочках. Ну, ай приса, Действительно, некуда спешить. Вот жизнь, она сейчас. Мир, вот он вокруг нас. Поэтому, да, здесь учишься как-то гармонировать с самим собой, развиваться в разных плоскостях, не только в зарабатывании денег и стремлении к каким-то своим амбициям, но и к умению общаться, находить какие-то новые точки в себе, познавать в себе, гармония какая-то, что-то раскрывается, что-то ты узнаешь. И вот это ощущение, когда ты поднимаешься в горы, а некоторые не понимают, зачем мы туда ходим, это ощущение какой-то новизны, свободы, это запахи, это звуки, это природа, это какие-то там мышки, которые проходили, или, я не знаю, там кролики, может быть, козлики. Ощущение вот такого вот состояния, когда ты понимаешь, ты часть вот этой планеты, и вот ты свободный, ты ходишь в горах. Ну, это такое ощущение, как, я не знаю, просто нужно попробовать туда ходить, подниматься в горы и ощущать какую-то вот такую свою гармонию. Ну и плюс там, конечно, единомышленники ходят, это всегда как бы можно поздороваться, что-то спросить друг у друга, то есть это вот, ну, это особое такое. Также люди, я слышала, не понимают, как вы можете ходить на симфонические концерты и как вы можете подниматься в горы. Ребята, просто нужно это попробовать, и, может быть, вам понравится. Может быть, вы откроете И у вас себя с другой получится. стороны. Да, может быть, вы почувствуете что-то в себе другое. Не просто заработок денег, алчность и так далее. Какая-то агрессия, может быть, зависть, желание кому-то насолить, написать гадкий комментарий. А может быть, вы поймете, что у вас есть чуточку доброты, чуточку чего-то хорошего, и вот эта вот музыка, она вас настроит на другой лад, да, у вас уже другие какие-то появятся мысли в голове, а горы – это кислород, воздух, эндорфин, свобода, спорт и ощущение себя, ну, таким все-таки человеком на этой планете. Вот, собственно, такой стиль жизни, такая вот она испанские традиции, испанский стиль жизни, и, наверное, за 7 лет они прониклись в нас немножко, то есть мы чувствуем себя совершенно по-другому здесь. Может быть, кажется, что меньше денег, меньше каких-то материальных благ, но мы приобрели другое. Мы приобрели такой опыт и возможность смотреть и вот ходить, видеть вот этот мир, эту природу, горы, моря, эту красоту, наслаждаться и больше уделять себе. Вот именно понимать, что человек самое ценное на этой планете. Ну и все остальные живые существа. Ну что ж, на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, этот ролик вам интересен или полезен. Пишите свои впечатления, если они у вас есть, от стиля жизни в Испании, что вам нравится, что вы приняли для себя, или наоборот, что-то там непонятно. На этом все. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Adiós, amigos. Чао-чао. Nos vemos. Чао. Пока.